Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не останавливаться на городах и отправиться в большое автомобильное путешествие по Украине. Мусик, пора ехать. Окей. Поехали. Во втором выпуске нашего морского путешествия мы покажем вам пляжи Черноморска, Южного, Коблева и Кинбургской косы. Познакомимся с черноморскими устрицами и отыщем настоящий солончак. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть в округе, мы будем узнавать у людей, которых встретим по дороге. Ну и, конечно, у интернета. Благо у Kyivstar самая большая сеть 4G в стране. А это значит, что можно прокладывать маршруты, гуглить интересные факты, выкладывать фотки в соцсети со своего телефона. 4G тягне. Привет. Привет. Программу о Черном море логично начинать отсюда, с Черноморска. Черноморск – это довольно крупный город недалеко от Одессы, который с первого взгляда похож скорее на промышленный, чем на курортный. Еще недавно город назывался Ильичевск, и по этому поводу местный житель рассказал нам интересную историю. 20 октября 1793 года, после 7-й русско-турецкой войны, Екатерина II издала указ. Вдоль Северного Черноморья ставили пограничные заставы. Командирами пограничных застав были прапорщики. То есть это юридическое лицо, начальник пограничной заставы. И назывались они по фамилиям. Грибов. Грибовка. Санжей. Санжейка. Лебедевка тут, наверное, что же, сюда же. Абсолютно. Значит, прапорщик Ильичев. Ага. Первый командир пограничной заставы. То есть Ильичев не в честь Ильича. Абсолютно. Абсолютно. Ну прикольная же история, и она творится прямо сейчас. В советское время это был большой портовый город, а теперь он на глазах превращается в курортный. И так, с нормальным размахом. Строятся отели, жилые комплексы. По всему городу открываются ресторанчики и хостелы. Короче, туризм развивается, и это заметно. Вижу немой вопрос в вашем глазу. Что же я делаю на Потемкинской лестнице в Одессе? Но вы ошибаетесь, друзья, потому что это приморская лестница в Черноморске. Просто местные власти решили, что городу нужен туристический магнит. Место, куда все будут приходить и фоткаться. Вроде с лестницы у них получилось. Ну а теперь перейдем к главным фишкам. У центрального пляжа есть голубой флаг. А это не абы что, а очень даже и очень, друзья. Айда купаться. Рассказываю. Голубой флаг – это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. В 2020 году в Украине таких пляжей было всего 15.
Какой горячий песок! На водоросли не обращаем внимания, их просто штормом нанесло. Очень люблю этот город, чистое побережье, самый чистый курорт вот на всем побережье Украины, флаг синий, вот доказательство этому. Так что последние лет 8 он у них здесь есть, этот флаг. Вот действительно, чистый пляж. 8 лет? Ну, где-то 8 лет, вот так. Ого, круто. Да, и каждый год они как бы этот флаг опять получают, ну, есть за что, я так думаю. Но, как говорится, не пляжем единым. Есть в Черноморске еще что посмотреть. А прям вот рядом с центральным пляжем есть музей, куда я вам рекомендую зайти, потому что, во-первых, здесь работает кондиционер, а во-вторых, помимо скучного музея, есть большая выставка Барби. Прям вот всех годов выпуска. Ну а если вы не 10-летняя девочка, то рекомендую основную экспозицию. Я не сильно разбираюсь, но даже мне понравилось. Уважаемые туристы, мы, жители города, всегда приглашаем вас к нам на отдых. А еще в 10 минутах езды от Черноморска есть пляж Санжейка. Местные его, между прочим, прячут от всех, потому что здесь очень красиво и безлюдно. Ну, почти безлюдно. Во-первых, мы приехали в самый разгар сезона. А во-вторых, людей и правда же немного. Вспомните, сколько их было в Затоке в прошлом выпуске. Так что Санжейка – однозначный лайк. Красиво, чисто и просторно. Друзья, а мы продолжаем путешествовать по Украине и открывать для вас неизвестные, но очень классные места, где можно запилить шикарные фотки для соцсетей. Рубрика «Инстаплейс» от Киевстар. Круто! Но это только начало, потому что посмотрите, где это все находится. И вот это по-настоящему крутой инстаплейс. А находится это все на Ильичевском судоремонтном заводе, огромном предприятии, куда мы пришли на экскурсию. Здравствуйте, меня зовут Тина. Я вижу, что вы очень шустрый парень, поэтому я вас сразу предупреждаю, что вы, пожалуйста, от меня не на шаг. Я вас поведу только по безопасным местам. Но, в принципе, есть и Но так как это возможность. работающее производство, конечно, у нас не зря закрытая территория, и не зря вот такая ограниченная зона, и не зря вы получили инструктаж по технике безопасности такой подробный. Этот завод – это же колыбель города Черноморска, Ильичевска. Это самое первое предприятие, с которого начался город. В 1958 году второе предприятие только То есть порт. не будь вас, не было бы и города. Ну вот, скажем, мы его папа. Как вообще родилась идея водить экскурсии? Мы любим это, и мы делимся, и мы хотим, чтобы у нас дети, они росли, чем раньше человек увидит вот это судно. Вы посмотрите на это судно, посмотрите, какое Я оно, сам уже посмотрите, какое оно красиво. Если готов. вы подойдете ближе, да, оно же дышит, оно же мощное. Это не только романтика, это классная профессия. И чем раньше ребенок это увидит, тем больше шансов, что он это полюбит. То И есть мы- вы вербуете с самого детства? Мы заражаем своей любовью.
Это плавдок. Как вы думаете, каким образом заходит туда судно? Мы всегда спрашиваем это у детей. И у нас всегда самые различные версии. Слушаю вашу. Ну, я думаю, что этот сам док опускается под воду глубже, заплывает корабль в него, и он потом поднимается. Совершенно верно. Вы очень опытный какой-то такой путешественник. У нас были версии, что и с помощью вертолета судно сюда перемещают, и Ого. краном его сюда перетаскивают. То есть версии, что док действительно погружается. Если вы скажете, док тонет, Ага. вас выгонят с завода тут же. Док погружается. Ого, центральный пульт управления. Да, на самом деле это фактически пульт управления космическим кораблем. И вот этот весь огромный док, он подчиняется вот этим механизмам. Я так понимаю, танк 4, танк 3, танк 2 – это какие-то есть Там емкости, да, которые либо набирается вода, понтоны. либо… Под палубой, по которой мы ходили, есть понтоны, в которые набирается вода, он погружается, и потом Ну, типа обратный воздух, процесс, да, обратный процесс выталкивает. происходит, да. Мама родная, вот ты когда сталкиваешься с такими махинами, с такой вот конструкцией такого размера, Когда- ну, прям чувствуешь себя маленьким муравьем, который, боже, боже, тут садишься за руль машины и думаешь, машина целая. А здесь огромные корабли, огромные доки, и это можно все потрогать, пощупать. Это прям заехали и ремонтируется, правильно? Конечно. А сколько стоит отремонтировать такое? вот- Дофига. На самом деле это очень большие цифры, просто по площади, да, вот поверхность окраски судна, она может достигать 3-4 футбольных полей. Вот просто представьте себе, сколько краски нужно, сколько людей. То есть, по сути, корабль, он же ж весь железный, да? Да. И вы можете, вот завезли к вам корабль, в принципе, весь его заменить, подпаять, сделать, вот просто весь, всю Абсолютно. конструкцию, Мы делаем да? абсолютно всю работу не только по железу, а даже обивочку на стульчиках можем поменять, и электронику, и электрику, и трубопроводные работы, вот все. Но по поводу того, корабль это или не корабль, это не корабль, Судно. это судно. Сори. Судно – это гражданские суда, и корабли мы называем под военным флагом. Мы конкурируем с польскими, румынскими, турецкими верфями, хотя там ближе, но у нас такие люди, у них такие золотые руки, и мы так стараемся, что мы побеждаем в этой конкуренции. И да, мы прорвались. У нас был период, когда просто завод чуть не накрылся медным тазом, но мы прорвались. И когда был период, когда мы просто ремонтировали все, что шевелится, все, это закончилось. Мы сейчас, вы видите, какие приличные теплоходы, и все планово. И, слава богу, даже такая вещь, как карантин, не сбил нам график и не лишил нас заказчиков и заказов. Ребята, поверьте, это в жизни так эффектно выглядит. То есть ты всегда мозгами понимаешь, что там под судном есть винт, и он крутится. Но вот так вот, чтобы его увидеть, пощупать. Класс. Я просто готов снять шляпу перед людьми, которые все это придумывают и делают это все. Огромные корабли, огромные доки, чтобы их ремонтировать. Все такое большое, железное, прям, ух. Просто идеальное время для того, чтобы покушать и спрятаться от этой погоды. Да, выбирать это лучше посоветуйте. Фирменное, вкусное, местное. Советую вам арапаны под сырным соусом, мидия с чесночным багетом и хачапури по-аджарски.
черноморские. Мидии в котелке я взял вот это вот. Слушай, большое меню. Хочу сказать, что это чертовски красиво. Вот так вот такой подачи рапанов я вообще никогда нигде не встречал. Это скорее французская подача улиток. Очень интересно. Если честно, я впервые ем рапанов из ракушки, поэтому могу выглядеть немножко глупо. Не обессудьте. Ух ты, посмотри, он здесь прям жирненький такой, сочненький. Сам моллюск довольно-таки плотное мясо у него. Но из-за того, что его видно протушили вот с сметанкой или с чем-то, оно такое... Это гораздо вкуснее, чем французские улитки. Как минимум, потому что здесь их больше. Улитку ты раз и съел, и все. А здесь прям эта мидия такая большая. Моллюск, извините, моллюск. Мидия то совсем другое. Мидия это вот здесь. К ним мы сейчас приступим. Подача на 5, вкус на 6. Вау! Но не запахом единым. Вкусно. Вы же знаете эту пословицу? Девицу, птицу, пиццу и мидии едят руками. Не знаю, надо ли рассказывать вкус мидий. Это вкусно. Если не пробовали, попробуйте. Тут они очень нежные и не переборщили с соусом. Ты и вкус мидии чувствуешь, и соуса. И еще, что очень приятно для придорожного кафе, водичку с лимоном дают. То есть можно помыть ручки, и после лимона они ничего не пахнут. Ну и на десерт хачапури по-аджарски. Кстати, вы знаете, как переводится хачапури? Лодочка. А где мы находимся? У паромщика. Значит, лодочка должна быть неплохой. Пробуем. Неплохое хачапури. Неплохое. Но рапаны все равно на первом месте. Топчик – это рапаны. Друзья, напоминаю, что действует система подвешенных обедов. То есть первый, кто приедет сюда и назовет пароль «Обед от дома лучше», покушает бесплатно. Так, Одессу на этот раз мы пропустим. Про нее уже снимали целый выпуск. И едем сразу в Южный. Как и Черноморск, это промышленный город с хорошим курортным потенциалом. Увы, но у каждого туриста в жизни такое бывает. Приехали в город Южный показать вам его центральный пляж. Туристов практически нет на пляже, да и особо, честно говоря, в воду лезть не хочется. Поэтому давайте поищем, что еще интересного есть в Южном. Как по мне, самое интересное здесь – это вот эта вот береговая линия. Просто потрясающий обрыв. И внизу бесконечный пляж, практически без людей. Очень похоже на Санджейку, но здесь горы выше и как-то грандиозней, что ли, не знаю. А еще прикольно, что это место очень легко найти. Оно даже обозначено на картах. Panoramic View.
А еще у меня тут сразу же всплывают картинки старых фильмов про белогвардейцев. Одесской киностудии. Пока на море погодка не очень, мы решили проехаться чуть в сторону, вдоль Телигульского лимана, и наведаться в одно весьма интересное место. На первый взгляд может показаться, что это красивое кафе с видом на воду, со вкусными устрицами и вином. Но тут все не так просто. Познакомлю вас с человеком, который знает, в чем секрет. Салют. Привет, Женя. Андрей. На первый взгляд это выглядит как несколько палаток, какая-то такой шалманчик. Вот, но здесь подаются свежайшие устрицы на многие тысячи километров вокруг. Это устричная ферма, где вам подадут устрицы прямо из воды. Это единственная в Украине устричная ферма. Вы подаете устрицы океанические. Как так может быть, устрицы океанические, которые растут в море? В Черном море. Да. Когда здесь мы основывали нашу точку и дегустационную такую, да, территорию, все крутили вообще возле виска. Кто поедет в какую-то глушь по разбитой дороге, там, 1,5 часа езды от Николаева или от Одессы, да, когда там полно каких-то ресторанов и так далее. Но какое-то внутреннее чувство сказало, что вот здесь место силы, сюда будут люди ехать, отдыхать. В итоге судьба повела меня во Францию, куда я поехал к друзьям для того, чтобы начать импортировать хотя бы. Была такая мысль, что, наверное, такие люди, как я, которым нравятся очень устрицы, их есть в Украине, но нет продукта. И вместо 2 недель я остался во Франции с небольшими перерывами практически полгода. Я объездил все устричные побережья, где выращивают, работал бесплатно на этих фермах только для того, чтобы меня допустили пощупать, посмотреть, иногда скушать. Да, это допускалось на ферме. После этого полугода я вернулся сюда, в Украину, с такой мыслью, а почему это нельзя сделать здесь? Ведь море, вода, у нас есть какие-то там, какое-то побережье, какая-то вроде бы история устричная. Наше побережье от Севастополя до Измаила было вообще крупнейшим экспортером устриц в мире. 11-13 миллионов штук вылавливалось каждый год и отправлялось в Санкт-Петербург, в Москву, в Швецию, в Париж. Да, потому что в то время устрица родная в Европе вымерла, а тут она еще оставалась. И поэтому это был очень вообще крутой бизнес на самом деле. Там первую железную дорогу туда, вот вообще в Херсон, построили именно из-за устриц. Потому что нужно было в Харлы, потому что нужно было быстро доставлять устрицы. Куда продаете? Вот рынок сбыта, он куда уходит, эти устрицы? Пока что это только Украина. Мы поставляем внутри Украины, и нам не хватает, откровенно не хватает устрицы. То есть спрос больше, чем можете... Спрос превышает раза в 3 предложения. Контингент заведения совсем другой. Люди неинтересные, вкусные по одежде, по поведению, по всему. Почему так? Сюда приезжают, вы видели разные машины. Сюда приезжают Ланосы, сюда приезжают Мерседесы, сюда приезжают депутаты с охраной. И я вижу первых 15 минут, где они просто в недоумении, но потом они садятся за столик, слушают музыку, выпивают вина, и они уже, скажем так, часть какого-то общего флера. Я думаю, что это место, оно как-то так всех уравнивает. Вот. И все расслабляются, становятся более попроще. Вот. И открытие как-то. И открытие, да. И я услышал,
что это необычный лиман, и что приезжали французы и говорят, что такой воды у них нету. Расскажи, пожалуйста. Вот. Это очень интересная история. Мировой океан, он делится на 3 класса: А, Б, С. Класса А – это вода, из которой можно кушать морепродукты, пойманные в сыром виде, в живом сыром виде. Да? То есть там севичи из Устрица, рыбы, севиче. устрицы там, или просто Карпаччо, какие-то да. карпаччо, моллюски. Да? Б – это уже термическая обработка, и С – это там, термическая плюс химическая обработка. Консервы. Консервы, да, консервация. И когда сюда приезжали мои знакомые французы, и я им показывал анализы воды по лиману, у них нет такой воды даже в градации, такой чистой. То есть наша вода здесь лиманская, это вода А+++ какого-то класса, да, потому что это действительно это природный парк. Здесь вы не встретите никаких производств на лимане, никаких стоков. Это, мое мнение, это чистейшее место. Вот по воде это чистейшее место в Украине. Есть группа американских ученых, которые всерьез утверждают, что из-за повышения температуры Мирового океана устрица исчезнет с нашей планеты где-то через 45-50 лет. В океане начинают развиваться новые вирусы герпеса, и это несовместимо вообще с жизнью моллюсков. Вот. И по сути Черное море – это будет чуть ли не последняя акватория, потому что из океана нужно инфильтровать воду в Средиземное, потом в Черное, а Черное море вытекающее. Оно, наоборот, выталкивает воду. А тут еще лиман, который еще отделен от Черного моря. Вот. И так, по моим соображениям, если это действительно будет происходить так, то здесь лиман, наше Черное море, останется это самой последней акваторией, где устрицы, в принципе, будут еще вот так вот расти в таком первозданном виде. Я, насколько помню, там в устрицах куча витаминов, афродизиаков. Вся таблица Менделеева. Это идеальный вообще для человека продукт. Вот. То есть, скажем так, едя только устрицы, допустим, и фрукты, вот, можно полностью закрыть в питательных веществах, и там, допустим, другие морепродукты в сыром виде, да, вот, можно полностью закрыть рацион. Очень интересно. По всему. Вот это и есть ферма. Несколько палочек. Так это так выглядит. Это наше ноу-хау. Это треугольные столы. Мы специально их создали здесь для условий лимана. Они очень устойчивы к штормам, которые есть на лимане. И по сути здесь спокойно размещается 3 мешка. Значит, мешки должны быть размещены не так плотно, для того, чтобы устрица могла фильтровать. То есть они фильтруют воду и через себя вот эту вот соленость? Да, значит, устрицы, как и другие двухстворчатые моллюски, питаются фитопланктоном, одноклеточными водорослями. Не всеми, а только теми довольно мягкими видами, чтобы их желудочек мог их раздавить у себя внутри. Там такая есть мышца, которая просто раздавливает внутри этот фитопланктон. Это вот практически готовая к реализации. О, ну это прям большие, действительно. Да. Посмотрите, какие. Для того, чтобы вырастить товарную устрицу, нужно вырастить ее вообще в 3 раза больше по количеству, так как доживает всего лишь 30-25%. Правда? Да, да. Ух ты. И здесь у нас очень хороший по этому поводу показатель, потому что во Франции доживает 10. Для них это окей. 10-8% от общего. А у нас в 3 раза как бы круче. Да. Мы делаем триаж. Триаж – это когда мы берем, перетряхиваем мешки раз в 2 недели для того, чтобы обломать кончики ракушки. Видите, еще раз плюну. Вот, для того, чтобы устрица росла вглубь. А не вширь. А не вширь. Потому что эволюционно ей нужно вырасти вширь для того, чтобы увеличить площадь фильтрации. Но тогда не будет места для мяса. Поэтому мы специально делаем этот триаж, так называется этот процесс, для того, чтобы сформировать глубокую ракушку устрицы. Чем будет глубже ракушка, тем больше мяса в ней будет. Вот. Поэтому это вот такая вот красотка, скажем так, это такой очень хороший, уверенный номер 3. Вот, это самый популярный размер вообще в мире, да, который употребляется. Ну и сейчас попробуем ее продегустировать. Цвет мяса прям белый.
вот такой вот, ну, кремовый. То есть он не коричневый, не зеленый. Это говорит о том, что, ну, скажем так, это породистое мясо. Если мы сделаем вот такой вот укол, видите, Да, как она очень быстро двигается. Это значит, что устрица живая, и она готова прыгнуть нам в рот. Сколько вы вылавливаете вот в объемах, так, чтобы это прозвучало, в миллионах штуках? Порядка 20 тонн в год. 20 тонн? Да, 20 тонн в пересчете, если это там на номер 3, это где-то ну, там 300 тысяч штук в год. Номер 3 – это размер. 3, 2, 1. 0. И 0, да? Бывает 0, И 0. бывает даже 2 нуля, большие устрицы. Но мы здесь точно не доращиваем до такого размера. Все съедают. Все съедают до того, как она выращивается. Потенциально здесь можно выращивать миллиард устриц в год. На сотни миллионов евро в год. Вот. Вот такая вот экономика. То есть чисто в теории это может быть Чисто не в теории, то, что прибыльно, а может быть таким паровозом экономическим для всего региона, грубо говоря. По сути, аквакультура, да, то есть выращивание моллюсков, потому что можно же здесь выращивать не только устрицы, можно выращивать мидии, можно выращивать, допустим, лобстеры. Они тоже потенциально здесь будут себя хорошо чувствовать. Но это все, скажем так, очень непросто. Нужно как-то перешагивать, договариваться с наукой. Это новые виды. Почему бы не возрождать жизнь вот в таких лиманах какими-то новыми видами, да, которые могли бы как-то адаптироваться, как-то свою биологическую нишу находить. Вот. Но, к сожалению, у нас наука родом из Советского Союза, большинство, хотя есть там очень крутые наши научные мужи, которые как-то пытаются эту тему двигать, но их очень мало. Да? То есть в основном это там, советского образца наука, да, для которой лучше ничего как бы не делать, нежели чем-то рисковать. Чем ошибиться, да. Чем рисковать. Да, вот. В этом мешке находится абсолютно другая устрица. Видите, она кругленькая, она совершенно другой формы. Это и есть наша нативная черноморская устрица, которая всегда жила здесь, в наших краях. Из-за того, что появилась раковинная болезнь, вот, эта устрица вымерла практически везде. И сейчас она во всех странах, где она присутствует, она занесена в Красную книгу. Лиман может быть вообще колыбелью, где эта плоская устрица восстановится, и потом из лимана она уже потихонечку начнет осваивать другие. другие территории. Вот уже порядка 1,5 лет наблюдаем, как она себя здесь чувствует. Будет ли она здесь размножаться? Вот, потому что самая главная задача, чтобы она здесь начала размножаться. В прошлом году мы увидели, что она выпускает икру, молоки, но мы не увидели, где в лимане где идет оседание этих мальков. Возможно, оно где-то идет, а возможно нет. Поэтому в этом году... То есть это не на продажу, это для селекции, для разведения? Это не на продажу, это конкретно научный эксперимент. Мы достанем эту устрицу. Видим, какая-то вообще красотка. Насколько она красивая, другой формы. Вот. Раковина очень хорошо вот нарастает. Видим вот эти вот моменты. Это значит, что вот этой устрице приблизительно около 5-7 лет на самом деле. Это старая устрица, видите, она растет очень медленно. Поэтому ее очень-очень сложно восстанавливать. Каждая такая штучка вообще на вес золота. Здесь находится порядка 3000. Вот много такой полностью открытой. Где-то 50%. Я надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы вот эту вот популяцию ее восстановить. Спасибо. Это прям круто. Делаешь Спасибо. Классное дело. Во-первых, неожиданное. Во-вторых, я люблю таких людей, которые верят в Украину и не плюют сюда, а наоборот гордятся. Да, и что-то пытаемся сделать. Спасибо. Спасибо, что приехали. Слышали? Спасибо, что приехали. А если еще не приехали, сами понимаете.
Ну что, распогодилось? Возвращаемся на пляж. Коблево, встречай нас. Если честно, я впервые в Коблево. И вот на первый взгляд Сланчев Бряг, Болгария. Прям один в один. Большой курорт с хорошей инфраструктурой. Огромное количество заведений на любой вкус. Тут в Коблево есть то, чего очень не хватает в Затоке. Есть красивая, ухоженная набережная, по которой вот приятно прогуляться. Ну и отдыхающих тут, соответственно, много и разных. Can I ask you one question? Sure, yeah. Where are you from? I'm from Sudan, Sudan. Africa. Why you decided to rest in Ukraine? Why not? Because Ukraine is so cool. Find out what's here. And anyway, we are a student here. Ради чего вот стоит сюда приехать в Коблево? Что здесь прикольного? What's so exciting Ну, на самом over деле there? на море. На море The просто. woman. Море. The woman? Yeah. Море, You like it? Море, красивые девушки. Мы хотим попробовать всегда что-то новое. Потому что мы живем в город Кирбеград. А в Кирбеград у нас нет такое море. Типа. У нас речка, но немного грязная. Типа. Мы здесь? Аллилуйя! Hallelujah. What about nightlife? What about parties? Yeah? Это другое дело вообще. No sleeping. Это вот, да. Это all the time. Cool, cool. Have a good time. Nice to meet you. See you. Самый прикольный вариант посмотреть на Коблево – это, конечно, колесо обозрения. Говорят, поднимает на самый верх, и видно весь пляж. Можно все рассмотреть и выбрать нужное направление, потому что здесь много всего. Очень много людей в воде не в плане купаются, а развлекаются. Бананы, скутеры, вон какие-то горки, вон на парашютах летают, парапланы. То есть прям много активных развлечений на воде. Ну и вообще как бы с высоты неплохо смотрится. Нашел я развлечение и себе по вкусу. Добро пожаловать на наш борт, называется «Лебедь». Если честно, это до такой степени необычно. Вы летали уже на всем. Ну, на таком еще, по пляжу, как-то банан. А тут у вас прямо интересно. Ну, переживаешь? Честно? Нет. Нет. А я что-то начал переживать. Называется эта штука гидродельтаплан и похожа на гибрид дельтаплана и обычного туристического катамарана с педалями. А про ощущения словами не расскажешь. У меня на лице все написано. Спасибо, что выбрал нашу авиалинию. Серджио, если бы ты взлетел, было бы круто. Вообще очень офигенная штука. Ни на что не похожа. Вот как фигуры высшего пилотажа, но только на
В общем, классно. Я свои обещания держу. Второй подвешенный обед. Значит, супа горохового сколько? 3 порции? 2? Три. Картошка по-селянски 3? Две. И одни пельмени. Отбивная одна или? Две. Интересный формат у них. Магазин-кафе. Внутри обычный магазин. Там делаешь заказ по меню, а еду тебе выносят на летнюю площадку. Ну что, гороховый супчик с молодой картошечкой. Отличный. Не знаю, что вам рассказать про гороховый суп. Хороший, наваристый, вкусный, гороховый. Кстати, маленький прикол. Картошка стоит дороже, чем отбивная. Я очень удивился. Картофель 48, а отбивная 40. Но она такая маленькая. Так что, если голодный, берите сразу же 2. Сейчас посмотрим, вкусно или нет. Слушайте, ну очень даже мясная отбивная. Прям мясо, а панировочки чуть-чуть. Неплохо. Отбивная вкусная. А если учесть, что она стоит 40 гривен, цены ей нет. Вкусно. Рекомендую. Дешево и сердито. В магазине кормят вкусно. Друзья, напоминаю, что во всех ресторанах, где я кушаю, я оставляю для вас подвешенный обед. А что это значит? Это значит, что если вы приедете сюда первый и скажете пароль «Где мой обед от дома лучше?», вас также вкусно накормят. Только не забывайте присылать нам фотоотчет. Приятного аппетита! Ну что, продолжаем наш путь в поисках малоизвестных и необычных локаций. На заводе побывали, устричную ферму показали. А в селе Тузлы есть наш маленький Солончак Уюни. Красота! Раньше здесь был лиман, и он высох. И вот эта вот морская соль покрыла прям всю землю. Морская соль. Вкусно. На салат можно себе насобирать. Ровные кристаллы соли. Ух ты! И они все квадратные. Посмотри, все кристаллы соли ровно квадратные. Как интересно. Красиво. Дальше по нашему маршруту находится Очаков. Небольшой портовый городок со славной историей. Как и должно быть в портовом городе, есть маяк. Есть и красивый собор.
есть памятник Суворову. Есть военно-исторический музей имени Суворова. А еще для любителей вот такого вот соцреализма есть реально очень крутая мозаика. И не одна. Ну и, конечно же, есть пляж. Но главная причина, по которой туристы едут в Очаков, отсюда ходят катера на Кинбургскую косу. А вот тут уже пляж так пляж. И будете себе с комфортом. Да, может... А это единственный, да, способ проехаться там вот по пляжу? То есть обычная машина не пройдет? Не, она пройдет, ну так тяжело. Будет потрясно. Видал я разные экскурсии, но так, чтобы на тракторе, это впервые. Кинбургская коса очень красивая, большая и разнообразная. Понимаю, зачем нам трактор. Дорог тут толком нет. Чтобы оперативно посмотреть все самое интересное, мы решили взять местного гида. Начало уже интригует. Соле-сероводородные озера. А это лечебная глина, лечебная грязюка. Грязь, да, грязь. Не хуже, чем вот в грязелечебнице, как на Куяльнике в Одессе. Приезжают сюда, он одесситы, вот только что проезжал одесситы. Грязь та же самая, только меньше тронутая. Вообще, Кинбургская коса, вообще знаете, как в переводе? Нет. С турецкого языка. Кинбурун. Мыс волос, волосовидный мыс. Она постоянно вот так вот гуляет, коса. То лиман добавит, море заберет, или же наоборот. Вот так вот постоянно. То есть ее форма постоянно меняется, да, получается? Да. Ну, поехали дальше, дальше остановимся, там расскажу. Ну, потихонечку буду что-то рассказывать. Сейчас, секундочку, я в грязь хочу. Зайди. Спокойствие. Никто до ваших яиц не идет. Мне грязь важна. Слушайте, ну это такое прикольное ощущение на самом деле. Вот как в детстве, когда тебе разрешали побегать по лужам, а здесь можно походить по грязи. Конкретно помесить вот эту багнюку. И это не просто так, это ты здоровьем занимаешься. Класс. Чувак, 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 чувак. Но туристы сюда едут, конечно же, не из-за грязи, а из-за лазурного моря и бесконечных белоснежных пляжей. Просто безлюдный пляж. Никого. Надо купаться. А что тут такого? Надо же равнять загар. Большинство туристов на Кинбурне живет прямо на пляже, в палатках, и обустраивает свой быт кто во что горазд. Удобства выглядят вот так. Вот это те мы проезжали, вот это Екатеринин вал. Ну, это местные так называют. Ага. Вот с моря, чтобы турков обмануть, а здесь вот фрегаты потемкинские стояли. Ну, при турецкой войне. Угу. Казаков турки ждали, что придут по Днепру.
Ну, казаки хитрее, они приперлись пешком по пустыням. Ну, еще Херсона тогда не было. Херсон, это же Екатерина дала название. Вот. Прошли пешком, с дубов пилили вот эти чайки, 1000 чаек настроили. А у нас более 300 озер. По озерам материалы, все там конями, все переволокли на Ягорлыцкий залив, то есть это уже море, залив морской. И вот казаки построили чайки и вышли сюда эти 1000 маленьких чаек, пушки, ядра и пошли со стороны Очакова на слабо укрепленную территорию. У нас раньше музей Суворов был, сейчас церковь. Вот. Панорама была этого боя, эти лестницы, на круче лезут, это как все как живое, все горит, все это, ну, красиво было. Сейчас нету, конечно, этой панорамы уже не стало, ничего не стало. К моему удивлению, оказалось, что Кинбурнская коса – это не только пляжи. Сейчас, например, мы приехали к легендарному дубу, которому, со слов Гены, около 1000 лет. Просто вдумайтесь, этому дереву 1000 лет. 1000. Это 10 веков. Оно же реально помнит и греков, и турков. Да всех. 40 поколений, на минуточку. 40 поколений людей. А дуб растет себе, растет. В такие моменты как-то ощущаешь себя песчинкой. А на другой стороне косы есть не менее удивительное место – Ягорлыцкий лиман со своими уникальными фишками. Йод, море, только соленее в раз 5. То есть здесь прям какая-то уникальная вода. Уникальная, чистейшая. Тут вообще ничего нету. Если с той стороны у моря с Одессы якась там что-то может, то сюда точно ничего не попадет, потому что закрытая территория прикрыта тендрой с той стороны, островами Долгий и Круглый, и коса аж вон. Видите, где коса? И вот, видите, вон трава. Раньше хаты строили, утепляли. Это вообще стройматериал. А еще древние греки, ну и все, и мы, даже баркасы, вот эти вот, даже казаки-чайки, вот конопатка. Между досками забивали, конопатили, вот, пробивали, короче, чтобы Чтобы держалось. Чтобы лодка не текла. Да. Вот. Мы даже вот фрагменты галер вытягивали, даже чаек фрагменты вытягивали, а мы раз оттуда. Вот эта трава, она за сколько веков, за 1000 лет не пропадает. Купаемся? Ну, мне самому интересно. Нужна порция йоду. Цвет воды, конечно, вообще очень интересный. Ну да, то есть ты понимаешь, что она чистая, но она не голубая. Очень интересное место. Вообще коса зачет. Да, Мус? Да. Да, голова Муса. Да. Голова одобряет. Друзья, ну что, надеюсь, у меня получилось показать вам, что Черное море может быть разным. Где-то красивым, как Средиземное, где-то лечебным, как Мертвое, где-то в нем устрицы выращивают, как в Северном море. Но самое важное – это наше море, родное. А вот куда поехать и какое Черное море увидеть, решайте сами.
Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны ездить по Украине. Так что, айда на море!